Я приветствую вас на канале Чакруна. В этом видео я расскажу вам о том, что такое описание мира. Мы разберемся с тем, как различные описания мира влияют на наше восприятие, а также на возможности, которые мы имеем в этой реальности. Я подготовил небольшой тезисный план на эту тему, так что с вашего позволения буду периодически заглядывать на него в течение всего этого видео. Итак, поехали. В первую очередь можно сказать, что описание мира – это особый взгляд на реальность. Это взгляд, который определяет наши методы, наши цели, а также наши возможности по взаимодействию с реальностью. Взгляните на рисунок в центре этого экрана. Это не что иное, как чакруна, которая является на самом деле моделью Вселенной. Представьте себе, что весь этот круг – это и есть вся Вселенная со всем ее разнообразием. А теперь представьте, что каждый луч этого круга, этой мандалы, это не что иное, как эти самые различные взгляды на единую Вселенную, на единый мир. То есть можно сказать, что каждый луч этой чакруны – это различные описания мира. Безусловно, у каждого из нас свой особый взгляд на мир, свое мнение. А это значит, что будет справедливо сказать, что у каждого из нас свое собственное описание мира. В то же время у этого круга вполне легко можно выделить несколько различных сторон. И у каждой из этой стороны будет свое генеральное направление. Но давайте разберемся на конкретных примерах, что такое описание и чем они отличаются. В качестве примера возьмем горизонтальную ось этой чакруны, которая в шаманизме традиционно называется дорогой предков. Рисунки, которые появились на экране, символизируют собой две противоположные системы описания, которые имеют множество различных названий. К примеру, их называют правосторонним и левосторонним восприятием. Также они широко известны как описание людей и описание магов. В чем же они отличаются? Давайте разберемся. В первую очередь надо отметить, что правостороннее описание, описание людей, это самое распространенное, это генеральное описание, главенствующее во всей нашей современной цивилизации. В то же время не следует забывать, нужно отметить, что так было далеко не всегда. Да и сейчас на самом деле существует невообразимое количество людей, которые живут и развиваются по своим описаниям мира, и мы практически ничего не знаем о них. Просто потому, что мы с вами приверженцы описания мира людей. Но вернемся к нашей теме противопоставления этих двух описаний. Описание мира людей – это объективное описание мира. Это означает, что это описание говорит нам, что весь мир – это набор объектов, которые взаимодействуют между собой по некоторым принципам и законам, которые ученые, собственно, исследуют. С другой стороны, описание мира магов – это субъективное описание. Здесь главенствующую роль имеет субъект, наблюдатель, в отличие от описания мира людей, поскольку в правостороннем описании наблюдатель и субъект – это такой же объект, как и другие элементы этого мира.
То есть можно сказать, что правостороннее описание рассматривает мир как дискретный, набор каких-то дискретных ограниченных объектов, в то время как описание магов говорит нам, что весь мир – это непрерывный поток единой, живой и мудрой силы, которую мы в чаклоне называем майя. Цели у этих двух систем также различны. Цель описания мира людей по большей части – это эффективное управление окружающей реальностью. В противовес этому главной целью подлинного описания магов является управление собственным восприятием. Но здесь есть небольшая хитрость. Согласно описанию магов, левостороннему описанию, наше восприятие обуславливает всю реальность, которую мы воспринимаем. И все, что в ней происходит и может произойти. Таким образом, управляя собственным восприятием, мы косвенно управляем всем своим миром. Инструменты у этих двух систем, у этих двух описаний, которые используются для исследования мира, также различны. Как известно, в нашем правостороннем описании мира для исследования Вселенной мы используем различные приборы, объекты мира, такие как телескопы, микроскопы и прочие приборы. А совсем по-другому дело обстоит в левостороннем описании. Здесь главным инструментом, самым точным, самым правильным, самым мощным, тонким является не что иное, как наше собственное тело и его восприятие. Это тот инструмент, который дан нам с рождения. Все, что от нас требуется, это просто развивать его навыки, тренировать его, обучаться искусству восприятия. И это позволит нам мастерски исследовать как себя, так и окружающий мир. Вот, собственно, основные базисные моменты, которые я хотел озвучить об этих двух системах в качестве примеров двух различных описаний мира. Но напомню о том, что в этом круге каждое направление является своей особой системой видения мира, своей точкой зрения, своим описанием мира. И теперь напоследок я хочу озвучить вопрос, который наверняка возник осознанно либо неосознанно у каждого из вас. Вопрос очень простой. Какое из этих описаний является правильным? Я преднамеренно не буду давать ответ на этот вопрос. Вместо этого предлагаю вам поразмышлять над ним самостоятельно. Я буду вам очень благодарен за ваши ответы, за ваши размышления, которые вы оставите в комментариях к этому видео. Также я обязательно отвечу на все ваши вопросы, на любые ваши мнения, комментарии по этой теме. Сейчас я благодарю вас за это внимание, которое вы уделили этому видео, и прощаюсь с вами. До новых встреч!